Ребята, всем привет! Сегодня хочу вам рассказать, почему нельзя пускать газовщиков к себе домой. Потому что газовщики это злые дядьки. Это те еще почтальоны Печкины. Сейчас я вам расскажу почему. Все начинается с того, что жить газовщикам в этой жизни не сладко. По крайней мере, как у нас в Украине заведено, газовщик имеет какую-нибудь зарплату. Зарплата это в основном у нас это прожиточный минимум. Мало того, из этого прожиточного минимума вынимают целую кучу всяких налогов, НДС, ПДВ и так далее. И какая-то часть денег остается газовщикам на руки. Мало того, то, что остается на руки, также остается газовщикам не полностью. Какая-то часть денег уходит. Куда уходит эта часть денег, я вдаваться в подробности не буду, потому что это уже такие, скажем, внутрипредприятичные, что ли, секреты. Я думаю, газовщики меня поймут, они знают, о чем я говорю. И таким образом у газовщика от основной зарплаты остается, грубо говоря, половина. И вот, имея вот эту вот половину прожиточного минимума, злой газовщик, у которого денег в кармане какой-то буквально там минимум, приходит к вам домой. И как вы думаете, что ему нужно, раз у него нет денег? Правильно, им нужны ваши деньги. И тут вы такой добрый рубаха-парень, приглашаете к себе там газовщика домой, начинаете ему показывать, это мой газопровод, здесь я сделал ремонт, здесь вот я счетчик спрятал в шкафчик, здесь вот газовую трубу зашил кнауфом, а колонку, я думаю, тут будет некрасиво, поставлю где-нибудь в санузле, например. А ГВ, я думаю, ну, оно много места занимает, поставлю его где-нибудь там в комнате, например, возле кровати. И таким образом газовщик смотрит, опа, попался. Целая куча нарушений, сам мне о них всех рассказал. Именно так люди нарываются на серьезные проблемы с газом. Смотрите, газовщиков к себе пускать домой в принципе можно, но если у вас нету никаких нарушений. А нарушений может быть огромное количество, некоторые из них я вам только что перечислил. Строительных норм целая куча, газовых норм целая куча. Возможно, напишите мне в комментариях, если вы хотите, я сниму ролик и расскажу вам об основных требованиях к газовым приборам и всему остальному по монтажу, которые допустимы в квартирах. И газовщики, как раз приходя в такие квартиры, начинают искать нарушения. Если они находят такие нарушения, они выдают вам предписание, как делается по нормам в принципе. Выдается предписание, через 3 дня выдается еще одно предписание. Если еще через день вы не устраняете то, что вам сказали устранить, то тогда вам могут отключить газ вообще. Также в зависимости от того, насколько серьезно вы нарушили какую-либо газовую норму, вам могут отключить газоснабжение не просто под заглушку, а еще и под сварку. Если вас отключили под сварку, то подключение потом стоить будет намного дороже. И поэтому я вам советую газовщиков к себе домой не пускать. У вас есть на это полное право. Я смотрю одного юриста, есть очень классный канал, который рассказывает о том, что вы эти службы и в принципе любые представители власти, там, коммунального хозяйства, там, газовщиков, водопроводчиков, вы можете к себе вообще никого не пускать. Можете просто ему через дверь сказать показания счетчика, сказать, что у вас там, допустим, установлено. Кстати, если вы меняли какие-либо газовые приборы, то лучше не говорить, какие приборы у вас новые стоят. Скажите, какие у вас были старые приборы, так будет меньше проблем. Поэтому, если газовщик к вам приходит и вы хотите его к себе расположить, что нужно сделать? Во-первых, вы его к себе домой не пускаете, ни в коем случае. Просто говорите показания счетчика, ему буквально вот открыли дверь, сказали показания счетчика. И как бы в принципе до свидания, но для того, чтобы настроить как-нибудь себе человека, вы должны что сделать? Вы должны сказать, ой, вы знаете, мне, возможно, скоро понадобится мастер там поменять плиту там, или, допустим, колонку починить, и мне нужен номер телефона. И тогда газовщик обязательно смягчится и даст вам свой номер телефона. И он почувствует, что, ага, здесь я смогу заработать денег. То есть вы фактически потенциальный клиент. Если вы просите у него номер телефона, значит, скорее всего, он к вам обратится, он к вам придет, и он у вас заработает, и у него будут деньги. Поэтому лучше всего делать именно так. Пишите мне в комментариях, хотите ли вы, чтобы я снял видео о том, какие должны быть нормы в газовых приборах, какие должны быть нормы по установке, какие должны быть нормы по дымоходам там. Пишите, в общем, что вас интересует, все пишите в комментариях, я постараюсь вам на это все ответить. Я очень много лет работаю в газовой сфере и, в принципе, знаю практически все об этом. Не говорю все, потому что есть, конечно, что-то, чего я не знаю. Так что всем спасибо, оставайтесь на моем канале, и вы увидите еще много полезного, интересного видео. Всем пока!